Приветствую, друзья! Продолжая развивать линейку наушников Kylin, компания Wiser пришла, на мой взгляд, чуть ли не к эталонному дизайну. Настолько внешне эффектной модели я, друзья, еще не встречал. Причем даже старожилы рынка на этом моменте изумленно отходят в сторону. Да и сам 12-мм динамический драйвер Wiser H03D прошел уже 5 поколений усовершенствований. И это не говоря о использовании запатентованной системы акустической камеры, целой кучи насадок практически под любое ухо и комплектного кабеля стандарта 5N UCC. О них сегодня и говорим. Поехали! Впечатление, что у нас в руках дорогая вещь, начинается непосредственно с коробки, на которой изображен логотип пройденной Hi-Res аудиосертификации, элемент кристалла и наименованием модели Wiser H03D Diamond. С обратной же стороны производитель уже привычно разместил список из 4 основных достоинств модели и подробный перечень ее технических характеристик. Из важного отметим импеданс в 35 Ом и чувствительность 112 дБ на милливатт. Ну а под внешней суперобложкой расположился не менее эффектный коробок со строгими надписями и магнитными застежками. В комплект нам положили, конечно же, друзья, инструкцию по эксплуатации, карточку гарантийного талона, просто потрясающий плотный кейс из кожзаменителя, щеточку для чистки и целых 3 набора силиконовых амбушюр разного размера и формы. Белые здесь помечены как вокальные, обычные серые направлены на передачу сцены и референсные черные насадки необычно вытянутой такой сверху формы. Кабель тут тоже, можно сказать, произведение визуального искусства. Приятный, гибкий, не склонный к запутыванию, с фирменным металлическим штекером на 3,5 мм, лишь намеченными заушинами, что вообще отдельный кайф, и классическими уже вилочными QDC-коннекторами 0,78 мм. То есть здесь не стандартная вилочка, а с небольшим таким бортиком. Аппаратура показала его сопротивление равным 0,478 Ом. Да, далеко не рекорд, конечно, но я считаю вполне нормальные показатели. Сами чашечки тут требуют не менее тщательного рассмотрения. Внешне у них действительно необычная форма с расширением со стороны внешней части и довольно внушительного размера выступом, переходящим, конечно же, в звуковод. Компенсационных отверстий здесь целых 2 сверху и на внутренней части корпуса. Это, конечно, если не считать наличие металлической сеточки снизу, которая, насколько я могу судить, также имеет отношение к акустической камере. Чашечки полностью выполнены из металла, с внешней части украшены изображением того самого кристалла с коробки, только уже в золотом цвете. Причем даже в цветовой палитре здесь все прекрасно сбалансировано, не говоря уже о контурах и всяких изгибах устройства. Дизайн и качество сборки тут на 10 из 10. Посадка у наушников тоже удобная, однако лично мне все имеющиеся амбушюры показались недостаточно широкими, а следовательно не дающими нужного уровня пассивной звукоизоляции. Понятно, что это все абсолютно субъективно, однако мне пришлось использовать насадки от компании KBR, которые белые с разноцветными сердечниками. Хорошо, что их можно докупить отдельно, если вам тоже нужно. Вот так вот это все и выглядит. По измерениям у нас довольно короткий относительно нормы импульс. Такие чаще всего используют для игровых решений. Вполне допустимые расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,6%, что чуть ли не рекорд. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 76 и 97 миллисекунд с незначительными возмущениями в области низких частот. Разница между амбушюрами, как видите, присутствует только лишь на высоких частотах, да ее вполне можно списать на погрешность измерений. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 7 дБ с плавным затуханием в области саббаса и столь же корректным заходом на середину. Выделение области разборчивости, дополнительный пик имитации ушной раковины, а также пик на 8 кГц для усиления резкости звучания.
По своему звучанию Wiser Kylin He03D я бы охарактеризовал как сверхвыразительные, сочные и очень объемные. Насадки с пометкой «Звуковая сцена» действительно круто строят пространство сцены в глубину с тем самым аудиофильским тембральным объемом и собственной текстурой у каждого из инструментов. При этом вокальные на слух немного поджимают бас и делают звук чуть суше, а референсные так вообще убирают самую нижнюю часть баса. Это, конечно, позволяет лучше прочувствовать скоростные характеристики всего остального частотного диапазона, однако лишают звучания изначально корректного баланса частот. То есть можно, конечно, и поэкспериментировать с насадками, однако правильнее всего себя ведут вот эти вот обычные серые с широким сердечником. Прямое сравнение Skinnera iDune Golden 2.0 показывает лучшую частоту и прорисовку всей нижней половины спектра у героев обзора, а также сильнее выраженный объем и количество низких частот. В отличие от Skinnera, здесь мы имеем действительно сбалансированный звук без уклона в сторону низких или же высоких частот. Насчет Tripovin Alina и Tamjin Ola даже высказываться, друзья, здесь нет смысла. У них совершенно другой подход к звуку, направленный на техничность и скорость, а не на акустически правильную теплоту, насыщенность и музыкальность. Ближе всего к He03D, на мой взгляд, оказались BQAce Autumn. И то чисто динамические модели, однако BQAce все-таки чуть ярче, я бы даже сказал, воздушнее. Но то скорее вкусовая разница. По уровню я бы их поставил на один и тот же уровень. Хотите вот больше массы, глубины эмоций, вам к Wiser. Ну а если ищете что-то полегче и поярче, то к BQAce. Если говорить о частотах подробнее, то бас тут имеет приятный теплый оттенок с неплохой передачей текстур. Серединка тоже теплая, сочная, глубокая, с достаточным количеством воздуха и при этом прекрасной прорисовкой каждого из тембров, вне зависимости от его расположения в акустическом пространстве. Высокие на передний план не лезут, никак не подсвечиваются, следовательно, находятся вот ровно на своем месте, корректно дополняя среднечастотный диапазон и не пытаясь что-то искусственно приукрасить или же подсветить. Суммарно это, конечно, музыкальные наушники, которые прекрасно споются с чем-то в достаточной мере техничным и точным. А следовательно, они отлично подойдут как к чему-то стационарному, так как к недорогим мобильным ЦАПам с AliExpress. Исключение только вот что-то сверхмузыкальное, из-за чего с этим параметром в связке может оказаться явный перебор. Впрочем, как и всегда, все зависит от того, что вы в конечном итоге хотите получить. Из стилистики наушники прекрасно отработают как сложную оркестровую, классическую музыку или же мультиинструментальный джаз, так и блюз, соул, разноплановую электронику, хип-хоп, старый добрый рок, ну или какой-нибудь скоростной металл. Здесь вообще никаких ограничений я лично, друзья, придумать не могу. Слушал все перечисленные выше стили, а также разнообразные мультижанровые сборники. И везде было исключительно весело и эффектно. Если хотите, чтобы душа, как говорится, сначала развернулась, а потом свернулась, то ваш выбор – это, конечно же, Wiser. Передать звучание красиво – это то, что Kylin He03D умеет вот лучше всего. Реально эффектные наушники особенно подойдут для ценителей мелодичности, глубины прорисовки, выразительности и общего объема. Итогом, внутриканальные динамические наушники Wiser Kylin He03D лично меня поразили в первую очередь своим дизайном, причем как упаковки, так и непосредственно самой модели. Богатейшим комплектом из насадок, солидным кейсом и очень неплохим, на мой взгляд, кабелем. Измерения наушников тоже говорят здесь сами за себя. Искажение 0,6%, вот оно просто шикарно. По звучанию же мы имеем достаточно музыкальный характер, хорошо так сдобренный глубиной построения сцены, объемом и прорисовкой всяких мелких нюансов и оттенков звукоизвлечения. В итоге получился реально сверхэффектный, насыщенный и очень эмоциональный звук, достойный слуха практически любого продвинутого меломана. Что сказать, Wiser держит марку, и новые модели все больше поражают своими акустическими возможностями. Думаю, это одни из лучших наушников в данном ценовом сегменте, что я вообще слушал за последнее время. А на этом у меня все. Это были динамические внутриканальные наушники Wiser Kylin He03D. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.